Всем привет, с вами Рублев, добро пожаловать на канал Рублев Гейм. И сегодня мы поговорим про наиболее быструю прокачку в Diablo 4 в четвертом сезоне. Максимально быстрая прокачка. Как можете видеть по моему персонажу, ему всего один день время игры, и он 86 уровня. Вы делаете ставку на то, что и скидку на то, что я не знал про Сорку абсолютно ничего, какие у нее аспекты, какие у нее способности, какие у нее таланты, парагон и древо умений. То есть я говорю вот про вот эти вещи. Древо умений, да, вот это и очки Парагона. Я ничего не знал, поэтому я очень много времени потратил на то, чтобы попросту персонажа своего выучить аспекты, выучить Парагон и так далее. Очень много времени провел в городах, вот, чтобы правильно подобрать по билду все. Вот. А так, если у вас персонаж уже готовый, и вы про него все знаете, вы 100 уровень возьмете за день, это я вам гарантирую. Итак, что от вас требуется? Для начала требуется посмотреть мое видео про 2 эликсира. Ссылку я оставлю в описании, закрепленном комментарии. Что от вас требуется? От вас требуется с первого же уровня, как на втором уровне сложности мира, с первого уровня идти в адский натиск. Адский натиск помещается на карте вот такой вот выжженной земли красного цвета. Тут есть активности шепчущего древа. Вот, и вам нужно найти место призыва Кровавой Девы. Я оставлю ссылку на helltides.com, который рассказывает о том, где в каждом регионе находится Кирджистан, будь то Кирджистан или Сухие Степи, или Хавизар, например, да, где проходит адский натиск. Там будет помечено на карте, где находится место призыва Кровавой Девы. И вам не надо будет бегать тут искать. Просто вы посмотрите сразу, где ее призывают, и туда отправитесь. Дальше, вам нужно фармить адский натиск на втором уровне мира. Это очень важно, потому что там дают в разы больше опыта и так далее. Куча больше предметов. С кровавой девы дропается куча легендарок и так далее. В общем, рекомендую брать S-тир, какой-нибудь S-тир. Например, это некромант на питомцах, или разбойница новая, которую недавно открыли, или варвар на оглушении, варвар на шипах, ну и так далее. Все по вашему вкусу. Хотя хотите, играйте не с тиром, это уже дело за вами. S-тир это тир, который ваншотает убер-боссов, если что. Если кто-то не знал. Ну, для новичков поясняю. Вот, дальше что? Дальше что хотел сказать бы. Вот вам нужно отправиться в Аскинатис, в данном случае вот сюда, в Кирджистан. И перед этим надо приготовиться. Существует две вариации развития событий. Либо у вас новый персонаж, которого вы столько создали, и он у вас с первого уровня, и новый персонаж в четвертом сезоне вы никогда не играли, либо у вас твинг. Если у вас твинг, вы а, подготовите заранее благовоние и 2 эликсира, про которые я снимал видео. Если персонаж новый, то просто по ходу прогресса открываете эликсиры, вот эти эликсиры для задания, и сезонные эликсиры, усиливающие эликсир на 8% на 30 минут, бонус к опыту. Любой эликсир можно использовать, главное, чтобы был прибавка к опыту. Также вам потребуется благовоние. Благовония бывают 3 типов. Первого типа, второго типа. Они, опыт, который дают, вроде бы он суммируется, насколько я знаю. Единственный момент остался непонятный, последний. Что делать с благовониями третьего типа? Мне один человек сказал, что они открываются на 100 уровне. Тогда какой смысл от них, чтобы прибавку к опыту, который они дают? Вот у меня в данном случае есть одно благовоние с собой, первого типа, да, второго типа нету, и 2 эликсира. Вот. Также важно сказать, что в адском натиске вам будет дропаться такая штука, как нечестивый разум. Его надо использовать, он увеличивает уровень монстров на 10, которые вас окружают, увеличивает вероятность получения обратной золы и уровень угрозы. Уровень угрозы позволит вам привлекать больше мобов к себе во время действия адского натиска. Ну и сундучки не забывайте открывать, они отображаются тоже на сайте, который я сброшу, helltides.com. Там отображаются сундуки, какие где находятся в данный момент. Вот. Итак, друзья, вот этот сайт helltides.com выглядит следующим образом. Здесь можно отслеживать и установить таймер, не таймер, а звуковое оповещение на босса мирового, на Легион и на Helltide, собственно говоря. Helltide, вот тут есть у нас 5 вкладок, 3, 4, 5 вкладок. Это Dry Steps, Kyrgyzstan, Skosgrin, Хавизар и Fractured Peaks. Смотрим, где проходит у нас, обычно горит зелененькая точечка рядом с тем местом, где проходит Helltide, но почему-то в этом случае сегодня у меня не горит эта зеленая кнопочка. Должна зеленая точка гореть перед названием. В общем, смотрим, где у нас Helltide проходим, допустим, в Косглине, да? Косглин, допустим, тут проходит Helltide.
И мы можем приблизить и сразу увидеть, что в двух местах происходит призыв Кровавой Девы. Это вот здесь вот из города выходим, и вот здесь вот. Вот здесь второе место. Эти точки иногда меняются, иногда нет, я точно не знаю, я за этим не следил особо. Я всегда опираюсь на этот сайт, чтобы не бегать везде искать, где место призыва. Также он у вас на карте будет мигать кружочком. Место призыва Кровавой Девы, вот. Ну а так можете на этот сайт опираться. Также тут можно таймеры отсчета есть и установить звуковые оповещения. Вот такие вот дела. Вот так вот это работает. Теперь вернемся к самому видео. Дальше осталось поговорить про последнее, что я хотел сказать. Смотрите, получается, я вам рассказал про эликсиры про благовоние, про адский натиск. Фармите его прямо до 100 уровня. Что делать с глифами и с подземельями, которые глифы качают, да? Это, как же они называются, что-то я забыл. На секунду. Да, печати кошмара, да. Вот, что с ними делать, которые качают глиф? Это можно сделать после 80 уровня, после 90 уровня. Спокойненько прокачать глифы быстро, когда у вас накопится достаточно эффектов благословения сезона. Вот это урна шепота, это увеличит опыт символов, урна кошмаров и урна агрессии увеличивает опыт. В первую очередь качаем урну агрессии, которая увеличивает опыт за убийство монстров. Вот. Также, что еще? Что еще важно вам знать? Да все, пожалуй, друзья. Вот такие вот эти 2 эликсира, 3 благовония делайте, кидайте на твинка и очень быстро получите 100 уровень. Как только с 3-го уровня благовония делать, я не совсем понял, видимо 100 уровень для этого нужен. Но однако я видел в нововхеде в разделе Диабло благовония 3-го уровня, которые доступны с 40-го уровня. Поэтому как их получить, я не знаю. Вот за этот нюанс вы меня простите. Если кто знает, напишите в комментарии, как получить благовоние 3-го уровня, помимо достижения 100-го уровня. Вот, большое спасибо за просмотр, друзья, с вами был Рублев. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приходите на стримы, которые проходят очень часто. Всем был рад был с вами повидаться, услышаться. Всем пока и до скорых встреч. Удачи вам.